Ну, всем привет! Ну, вот сегодня у нас продолжение по ремонту. Вторая часть, так сказать. Ну вот на капоте есть еще вот такая вмятинка. Сделаем ее. Ну, походу сучок какой-то вот тут, как бы удар, красочка маленько, лак сорвана и небольшой тычок. Такой неприятненький маленько. Маленький, но неприятно. Посмотрим, есть ли доступ. Ну и вот здесь у нас. Попробуем все это убрать. Ну, подряд все снимать я не смогу, у меня не хватит карты. Но буду включаться между работой, что как делал. И буду показывать. Ну, пока так. Так, ну вот тут еще нашел одну парковочную. Ну, довольно-таки не маленькая. Сантиметр 4. Но пока им не буду заниматься. Моя задача сделать крыло до конца. Если успею, то тогда займусь. Ну вот такой результат получился. В лаке там есть маленькое повреждение. Ну, как сказать, я думаю, ничего страшного. Если знать, где оно, конечно, я его найду. Но, честно говоря, нахожу не с первого раза. Вот. Грязью покроется, вообще не видно будет. Царапинки есть маленькие. Вот тут царапинка была. Я ее убрал. Машину, по идее, полировать надо. Но это не моя, так сказать, это стихия. Ну, приступаем к крылу.
такое еще одно повреждение. Сейчас приколимся и попробуем вытянуть его индуктором. Вдруг сработает. Так, ну, блин, провод короткий. Поставим на коленки. Поди, не отвалится хозяйство. Ну, чуть-чуть не вытягивает. Придется клей приклеивать. Интересно. Горячая. Так, ну вот так я ее вмятинку сделал. Ну и попросили меня еще порог-то почистить. Сейчас разберем, почистим. Как разбирать, снимать не буду, но покажу, сколько там говна. Так, ну и вот смотрите, друзья, что тут творится. О. Такое средство у меня есть, сам пользуюсь. Ладно, сделаю. Ой, не туда. Ну и все. Собираем. Ту сторону, которую ремонтировал, тоже ремонт, наверное, забрызгаю. Так, ну вот такой ремонт у меня получился. Так сказать, не сумел я в ноль вывести. Металл такой очень жесткий, толстый. И тут еще такое место, ты начинаешь давить, блин, и это все крыло гуляет. Накола не хотел делать, может, перестраховался, конечно. Но
Один накольчик получился у меня, я его убрал, ну, поэтому как бы портить не хотелось, грубо говоря, под покраску. Но я думаю, оно и так нормально будет, в принципе. Сдалека сильно не бросается. Дверь тоже совсем не вытянулась, тут прям там шов походу и не простукивается, маленько ушло. Ну, в общем-то, что смог, то сделал. Почистил подкрылки. Ну, на капоте убрал вмятинку. От ветки, скорее всего, была, потому что шлак маленько поврежденный. Металл толстый, блин, мне кажется, просто так его не пробьешь. Ну и на боку была вмятина парковочная. Тоже убрал. Ну, блик есть один. С какого-то положения смотришь, ну, глаза уже замыленные были, дело уже, блин, это, так сказать, то видишь, то не видишь. Ну, короче, дело такое. Надо больше тренироваться. А тренироваться не на чем. Капот есть капот, а живая машина есть живая. Ситуация разная, металл разный. Ну, а так интересно. Машинка прикольная. Такая она. Снаружи вроде большая смотрится, а внутри вроде как поло размером. Ну, такой поло-джипик, наверное. О, прикольненькая такая. Но мне французы больше нравятся. Там и металл тоньше, там бы я вытянул, наверное. Ну, у каждого свои фломастеры, каждый свой вкус. Ну, как так. Ну что, пока-пока. Следующий у меня ремонт — это у жены. Образовалась вмятина на капоте. Ну, там посмотрим. Там будто как, блин, не знаю, каштан какой-то упал или такая сантиметра 2-3, наверное, в ореоле. И главное, всегда нахожу, когда машины мою. Хоть не мою их. Ну, ладно. До следующего видео. Пока.